Всем доброй ночи, дорогие женщины, девушки, дамы. Все же я решила вам подарить один ритуал. Правда, он далек от приворота, что вам, в принципе, не советую проводить. Однако этот ритуал может вам помочь выиграть время, спасти свою семью, если вы хотите спасти свою семью. Этим ритуалом вы отберете силу у любовницы вашего мужа. Может быть, навсегда доберете и заткнете ее, она уйдет из его жизни. Может, на время ее ослабите, пока начнете действовать. Я, конечно, не очень рекомендую возвращать мужей, которые недостойны того, чтобы их возвращали, но бывают моменты, когда мужчина запутался, он не понимает, что творит, и жена иногда может спасти и его судьбу, и свою, как бы вырвав ее из лапы той разлучницы, у которой есть свои корыстные цели, скажем, да, не очень добрые, добросовестные. Если у вас с мужем нет любви и взаимопонимания, этот ритуал вам не поможет. Если у вашего мужа с любовницей истинная любовь, и он собирается уйти, а у вас корыстная цель удержать мужа, у вас этот ритуал не получится. Если ваш муж любит вас, но какое-то влияние на него не дает ему ни в семью вернуться, ни туда идти, он мечется туда-сюда, то этот ритуал может как помочь избавиться от нее, но если у вас сил не хватит, на время вам поможет выиграть время, чтобы понять, чтобы остановить уход мужа и тем самым успеть спасти семью, решить, какие шаги вам нужно делать. Это мой авторский ритуал. Он очень быстро действует, очень быстро бьет. И если у вас это получится, принимайте меры сразу же по спасению своей семьи, если хотите спасти. Это время вам предоставится, определенное время. Что там происходит? Там эта женщина начнет болеть, там эта женщина начнет с ним скандалить, гнобить его. Он отрезвеет, он посмотрит на нее трезвыми глазами и, скорее всего, просто начнет понимать, что там нет любви, там, скажем так, холодный расчет, и начнет приходить в себя, в норму, начнет более правильно вести себя и сориентируется по жизни, как лучше остаться семьей или уйти. Если там все запущено, все очень сильно, конечно, вы не сможете самостоятельно ничего сделать. Но попробуйте, еще раз говорю, выиграть время, по крайней мере. Вложите в этот ритуал всю свою злость, всю свою боль, которая вам причиняется другой женщиной. Вам нужны будут фотографии. Я провожу, просто показываю вам. Это можно провести практику для пациентов, да, для людей, которые обращаются за помощью. Но это я дарю всем женам, которые хотят очень быстро. Это как, знаете, как тот ритуал остановить, да, агрессивного демона. То же самое здесь очень быстро приведет в норму, выиграете время, отрезвеет муж, там будет скандал, он, может быть, очухается, одумается, и пока она не решилась на более такие веские шаги, не решилась еще хлеще там привязать его, вы можете за это время успеть спасти свою семью, если хотите. Или хотя бы приглянуться, подумать, посмотреть, нужен ли вам этот мужчина и этот брак. То есть оно дает эффект. У кого-то короткий, у кого-то, может быть, даже очень хорошо получится. Может, мужчина соберет свои вещи, как бы, и скажет, и пошла бы я возвращаюсь в семью. По-всякому может быть. Я вас не призываю сейчас бегом бежать и всем делайте это. Подумайте хорошо, хватит ли у вас сил. Послушайте внимательно, что нужно. Вам нужно будет красная ткань. В этом ритуале красный цвет олицетворяет агрессию. Агрессию, кровожадность. Если вы будете жалеть ту женщину, которая разрушает вашу семью, значит, вам туда и дорога. Я говорю о женщинах, о дамах, которые
должны для себя понять одну вещь. Меня бросить невозможно, бросить могу я сама. Вот если вы таким принципом руководствуетесь, значит, вы не отпускаете своего мужчину и боретесь за него. Если у вас иной принцип, если вы будете сейчас истерить и плакать, то вам этот ритуал не поможет, вам вообще ничего уже не поможет в этом мире. Красные свечи, красная ткань, можно шелк, чтобы он такой блестящий был. Ну, в принципе, без разницы. Красный цвет, вот ярко-красный цвет. Значит, красные свечи, белая свеча, обычная парафиновая свеча. И свечи могут быть не обязательно покрашены изнутри, могут быть свечи самые обычные. То есть снаружи красные, внутри белые, это не мешает делу. Главное ваше желание и ваша воля. Итак, свечи красные, ткань красная, одна свеча белая посредине. Стелите это, когда мужчина или спит, или он не видит, не слышит. Естественно, он знать не должен об этом. Или он находится у нее. Вот. Абсолютно обессилите ту женщину, которая охотится за вашим мужчиной. Нужно будет вам из воска сделать подобную вот фигуру. Если у вас есть фотография этой женщины, да, то прекрасно. Если у вас есть ее фотография, вы можете сжечь фотографии в конце ритуала, ничего не говоря. Но в любом случае вам нужно будет сделать и фигурку, и назвать эту фигуру ее именем. Если вы не знаете эту женщину, если вы не видели ее, но вы предполагаете, вы подозреваете, что есть кто-то, кто отнимает определенное внимание и время вашего супруга в свою сторону, да, и вы уверены, что есть такая женщина, даже не уверены, но подозреваете, можете сделать в любом случае. Любую женщину, которая в поле зрения вашего мужчины, уберет этот ритуал подальше. Это я вас уверяю. Если дело еще не настолько гиблое и возможно что-то спасти, возьмите это, сделайте. Возьмите какую-то емкость, делайте из свечи вот такую фигурку, вот самую такую элементарную. Из 2 свечей можно закрутить и вот фигурку человеческую, да, руки, ноги, голова, собственно, и достаточно. Назовите именем или не называйте никак, поскольку демоны разумные создания, они прекрасно знают, куда пойдет удар и кому нужно, по кому нужно бить. Итак, я читаю 1 раз, вы читаете это 13 раз. Даже если восковая фигура у вас уже растает, закончится, в любом случае дочитайте это еще раз, без фигуры уже. Вложите в этот ритуал всю свою агрессию, злость, всю боль, все, что у вас накопилось, чтобы оно шло просто прямым ударом. После того, как вы совершили это все, спрячьте. Воск можете уже выкинуть хоть куда, хоть в мусорку, оно не имеет никакого значения абсолютно. Вы сделали то, что надо. Свечи потушите, где-нибудь спрячьте, может, в следующий раз вам придется повторить. В другом ритуале эти свечи больше не используйте, это уже нельзя. Итак, дочитали, сделали, на следующий день можете вечером, ну, чтобы вас никто не видел, на перекрестке 13 монет через левое плечо кидаем и говорим: откупаюсь, и идите, не глядя. И так начали. Я призываю голосом боли, силой страсти, правой любви, как законная супруга, перед богами и людьми. О боги великие, о боги всесильные, вы дали львице когти, орлице клюв, волчице зубы, тигрице силу и мощь. Каждая из них защищает своего самца от самок, своих детей от врага, свою семью от чужака. Дайте мне, боги всемогущие, силою законной супруги, право спасти свое гнездо. О ты, смеющийся мне в лицо, о ты, забирающая мое счастье, ты не имеешь права на мою долю, данную мне богами. Я призываю в помощь богов. О боги отцы, о богине матери, спасите. Судьба моя в ваших руках. О ты, соперница, имею я власть над тобой по праву законной супруги. Я силой богов
С благословения судьбы отбираю твою силу, забираю твою власть над моим мужем. Я хозяйка своего дома, я госпожа своей семьи. Я взываю к богам, и боги меня услышат. И силой богов с их помощью и правом справедливости забираю твою силу, чужая женщина. Гори в огне, мучайся, мои муки себе получай. Берем фигурку, подносим к свечам и говорим: гори, сгорай, слезами капай, сгинь, помирай. Гори, сгорай, слезами капай, сгинь, помирай. Гори, сгорай, слезами капай, сгинь, помирай. Забираю твою силу, я твоя госпожа, ты моя раба, я сильна, ты слаба, ты потеряешь, я обратно свое получаю. Я сильна, ты без сил, я жена, ты никто, ты пыль. Стань бездомной псиной, стань кукушкой без гнезда, мои слезы тебе отольются, мои стоны к тебе вернутся, ходила корольком, иди теперь гуськом. Еще раз берем фигуру, прилипла, представляете? Гори, сгорай, сгинь, помирай. Гори, сгорай, слезами капай, сгинь, помирай. Гори, сгорай, слезами капай, сгинь, помирай. Твои силы, твой разум отныне моя собственность. Боги, благословите. Боги, помогите, да сбудется. Еще раз. Гори, сгорай, слезами капай, сгинь, помирай. Гори, сгорай, слезами капай, сгинь, помирай. Гори, сгорай, слезами капай, сгинь, помирай. Читаем это 13 раз. Каждый раз преподносим в том месте, где нужно, к 3 свечам по очереди говорим эти слова. И неважно от восковой фигуры, что останется. Видите, разум, я сказала, мне принадлежит. Дырявой стала голова. Вот. Представляете, как она сгорела? Необычно, интересно. Значит, болезнь, злость, ругань любовницы вашего мужа — это обеспечено. Я еще раз говорю, может быть, вы сможете всю свою силу так вложить, что ваш мужчина отрезвеет, глаза откроются и вернется домой. Если это случится, тут же обратитесь к человеку, который умеющий, знающий, пусть она закроет эту женщину от вашей семьи, поставит вам защиту, чтобы больше такого не повторилось. Обязательно это сделайте, иначе этот результат может быть ненадолго. Да? Если у вас хватит сил на время выиграть время для того, чтобы он не ушел никуда, и вы за это время подумали трезво, как быть, что сделать, и прочее, и прочее. В общем, подумайте сами. Вот как вам, что вам хотелось бы вложить в этот ритуал, всю свою силу, мощь, ненависть, боль, тоску, любовь и так далее, все эмоции. Читать 13 раз. 13 раз все это сделайте. Останавливая видео, запишите, естественно, ритуал. И удачи вам, что я вам могу сказать. Будут вопросы под видео, задавайте, я вам подробно объясню. Всего хорошего.